Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами колка ассорти. Будем с вами колоть мой крайний заказ. Так, давайте приступать. Давайте начнем с крымской желтой. У меня вот такой кусочек небольшой, но от такого куска, даже от такого куска будет тяжело откусить. Колоть этот сорт желательно на маленькие кусочки, чтобы удобно было грызть и не травмировать зубы, потому что крымские сорта не плотные. Ну, кроме мотылька и меренги. Так. Угу. Какой вредный кусочек попался. Вот так. Ее мы покололи. Так, дальше у нас нежность. Нет. Вот такой кусочек. Надо его чуть-чуть поколоть, чтобы удобно было снимать обзор. Смотрите, внутри кусочка травка. Видите? Она нежная сама по себе, хрупенькая. Вот такая вот. Надо будет ее тоже дозаказать. Тем более пришла такая хорошая партия. Килограмма 2 еще дозаказать у Натальи. Так, следующее у нас нугумы. Она так ломается, вот видите, прям руками. Ее колоть не надо, очень рассыпчатая. Следующее у нас бархат. Его тоже нужно чуть-чуть поколоть, потому что от таких кусков неудобно кусать. А я не люблю, когда мне неудобно. Он такой красивый. Прям просто напополам кусочки разбить, чтобы хотя бы откусывать было удобно. Ну, красота. Опа. Смотрите, как сердечко прям получилось. Так, следующий у нас Вера. Вера. Такие у меня глыбки. Их нужно чуть-чуть зачистить. Нужно будет чуть-чуть зачистить. Мой помощник. Но вам покажу, как она зачищается. Сорт мягкий и нож как по маслу прям. Вот видите, какая разница?
Вот поколем и чуть-чуть, как говорится, почистим. Я люблю, когда у меня все чистенькое. Когда все аккуратненько. Вот меня спрашивают, зачем вы зачищаете? Девочки, я доверяю своему продавцу Натали. Я знаю, что как бы всегда от нее, вы сами видите, сколько у меня распаковок на канале. От нее большинство распаковок на моем канале. Но, во-первых, для себя некоторые сорта не чистятся, приходят. Как бы их, ну, в принципе, не чистят. Я же не знаю, где они там лежали. Бывает, сверху зачистят и все. Если я вижу где-то, что нужно зачистить, я зачищу. Вот смотрите, разница. Чищенная. И вот такая вот. То есть видно, что ее зачищали. Но не до конца. Я же для себя как бы стараюсь. Этот кусочек я так и оставлю. Его колоть не буду. И, как говорится, лишний раз почистить. Вот Веру я ни разу не чистила. И вот я сейчас, мне прям, знаете, как классно, мне нравится. Почему бы нет? Почему бы не почистить? И вот у Натали спрашивала по поводу Руслана. Хотела купить Руслан нечищенный. Жду не дождусь, когда придет нормальный штатив. Это временно у меня. Я в Галамарте покупала, но такой за 500 рублей такое Г, если честно. Так вот, просила у нее Руслан нечищенный, но, говорит, нету, Руслан, говорит, сразу нужно чистить. Так, опять смотрю на руки, не смотрю в телефон и не вижу. Сегодня заехала, сразу перчатки купила. А то я, как обычно, все позабываю. Вот так. Ну, прям видно, видите? Чищенная и не чищенная. Вот. Вот. Надо мне, когда к Натали приезжают новиночки, сразу и писать: отложь мне нечищенная, я сама почищу. Правда, мне нравится. Мне нравится. Так, по поводу телеграм-канала.
Телеграм-канал, конечно, я сделала. Напишите мне, пожалуйста, мои хорошие, что вы хотите там видеть. Что выкладывать. Чтобы вам было интересно не просто поддерживать со мной связь, но еще как бы, чтобы там был такой, как сказать, мини-контент. Может, у вас будут какие-то идеи по поводу этого всего. Пишите, не стесняйтесь. Так. Оп. Вот так вот. Сейчас то, что я зачистила, отложу. Вот видите, мы еще с вами не чистили на канале башкирские сорта. Вот так. Нам выпала такая возможность и поколоть, и почистить. Надо мной муж смеется. Я сама по себе очень брезгливый человек. Очень. Землю, говорит, жуешь, не брезгуешь? Я говорю, нет. Почему-то ее я не брезгую. Я даже не люблю, когда пьют с моей кружки. Но это не касается детей и мужа. Но если кто-то не из моей семьи рискнет это сделать, есть все шансы, что кружка оденется на ваши уши. Он такой, я человек. Своеобразный, интересный. Пока чистим, подписчики у меня прибавляются. Я, наверное, буду понемножку рассказывать о себе. Какой-нибудь факт. Так. Тут недавно выставляла видео с чисткой мела, и мне там прилетел такой комментарий, типа, не выбрасывайте, оставьте на черный день. Вы серьезно? Нет, спасибо. Если уж я знаю, что сейчас с поставками очень туго, что транспортные компании оборзели в край, цены неадекватные, ну это лично мое мнение, что цены вообще неадекватные. Они не просто неадекватные, ни в какие ворота не лезет. Вот. Если, как говорится, это все станет на вес золота, то мне проще будет завязать. Ну, я надеюсь, к середине лета уже все образуется, потому что я все-таки не покидает меня мысля заказать опт Туркестанов.
Да, я думаю, и Астана там уже у меня закончится к тому времени. Все дорожает. В магазинах дурдом. Сахар выдают всего по 2 пакета в руки. Соль также. Вот. Люди все сгребают с полок. Ажиотаж на все. Меня сегодня очень порадовала цена на картошку. 204 рубля за 2 килограмма. Я чуть не офигела. Так что морковка у нас стоит. Так, по-моему, я за 124 рубля взяла. Короче, цены задирают, не стесняясь вообще абсолютно. А никуда не денешься. Туалетная бумага. По-моему, Зева. Мы сегодня вообще офигели. 326 рублей. Это просто финиш. Все дорожает. Импорт дорожает. В аптеках импорт тоже, мама, не горюй. Так что будем выкручиваться. Так, мы зачистили. Теперь чуть-чуть почистили, чуть-чуть поболтали. Теперь будем колоть. Она тоже достаточно плотненькая. От большого куска уже будет, сложновато ее отгрызть. От нее прям запах идет. Классно, пахнет мокрой землей. Смотрите. Тоже травиночки. Такое ощущение, что карьер в лесу находится. Так. Я люблю после распаковок сразу делать колки, чистки. Как говорится, и снимаешь, и порядок наводишь. Здесь у меня вот такой бзик. Я люблю все разобрать, все расфасовать, все убрать, и потом уже спокойненько снимать. Вот так у нас получилось. Так как это точно последний заказ на этот месяц, сейчас я выложу видео с распаковкой, с колкой, с чисткой. То есть череда таких видео. А затем уже пойдут видео с обзорами. С обзорами, с рецептами, с болталками и так далее. Я расписала себе план действий. Дай бог, все получится. Кстати, с Верой надо сделать обязательно пасту. Мне кажется, с нее паста будет обалденная. Итак, оп, мотылек. Очень легкий. Вот такой кусок огромный, всего 300 грамм. Оп.
Смотрите, какие треугольнички. Тык-тык-тык-тык-тык. Классно. Ой, он так клево колется на пластиночке прям. Ну, смотрите, какая красота. Так как сорт сухой, очень сухой. Кстати, можно сделать пасту из какого-нибудь жирненького сорта. Смотрите, ракушка. Угу. И попробовать его с пастой. Мне кажется, будет классно. Следующее. Чуйская. Чуйская красоточка. Чуйская. Перчаток ненадолго хватает. Но, блин, без перчаток очень сохнут руки. Здесь мне нужен мой старый друг и верный друг. Так. А такие маленькие мы уже расколем такими. Сорт тоже очень плотный. Вот так быстренько. Так, следующая у нас татарская роза. Так, татарская роза, вот такой кусочек. Вкрапление. Так, где мой большой молоточек? Такая она красивая, от светлого к темному. Она тоже достаточно плотная, так что лучше ее разбить. Вот так. Так, следующий у нас Руслан. Руслан. Ну, так как Руслан от такого куска, конечно, можно будет откусить, но все равно лучше поколоть. Но удобные для меня кусочки. Вот на такие. Ох, следующая у нас болталка будет очень разнообразная. Надо мне дополнить свою тарелочку теми сортами, которые закончились, доложить и снять вам разговорное видео. Ну как разговорное? Разговорно-хрустящее. Вот видите, Руслан, с такими разводами бывает. Бывает вот такой вот. Очень интересный сорт и очень классный. И осталось нам поколоть с вами Туркестан. А нет. Маленькие. Маленькие бонусы. Так. Бонусы от Натали. Сейчас я его чуть-чуть зачищу. Уйгурская чистится, кстати. Классно. Она маслянистая, жирная. Очень жирный сорт. Залипает, как ириска. Но она образует комочек такой.
Если на зубы попадет, она, конечно, хорошо прилипнет. Так. А если она слегка не зачищенная, она может поскрипывать. Кстати, у меня первый раз с уйгурской получился вообще коллапс. Я заказала, а между слоями был песок, и все. А если скрипит, это сейчас я могу орские хрумкать, и меня не смущает их не скрип. Не знаю почему, кстати, мне очень понравились орские сорта. А раньше только малейший скрип, все, фу, кака. Но все равно скрип я не люблю. Я люблю чистые сорта. У орских просто, как говорится, у тебя выбора нет. Но опять же, аметист редко, когда очень-очень. Да мне, по-моему, один раз всего он попадался. Из килограмма пару кусочков, которые имели легкий скрип. Бордо поскрипывает, но незначительно. Не так, что прям фу-фу-фу. О, что скрипит, это белая плитка, дымок. Вот такие сорта, да. Они безбожно скрипят. Ну, как по мне. Солененькая. С классным вкусом. Чистая. Вот сейчас мне серая нравится больше, чем желтая. Но опять же, желтая мне безумно нравится в пасте. Прям очень такая. Как-нибудь сниму сравнительный обзор на уйгурскую серую, желтую и пасты из них офигенные. Слоится. Угольные вкрапления. Так, следующая вулканическая. Ее нужно тоже чуть-чуть зачистить. Да. Вот это все срезать. Потому что вот эти рыжие вкрапления, они по-любому будут скрипеть. Это уже я знаю. Ну, слушайте, ну чистится она несложно. То есть почистить ее можно. Я же для себя любимый, как говорится. Так. Видео опять получится долгим. Но вы сами меня просите, чтобы была и полка, и чистка с вами. Так что, ага, он весь в вкраплениях. Давайте его поколем. А потом я маленькие кусочки зачищу уже. Такие кусочки. Ну, скажу я вам, очень плотный сорт, такой же, как Кулбато, радужная, фиолетовая. Ну, видите, красивый,
вот так смотришь. Но мне кажется, вот эти вот железистые вкрапления будут скрипеть. Так, и остались нам Туркестаны. Значит, здесь у меня пластинки. Туркестан пластины. Так, Туркестан пластины, либо плитки. Еще плитки его называют. Так. Травка. Вижу травку. Так. Здесь надо ударить большим молотком моим большим молотком. Вот так. Пласт меняется, и Туркестан с каждым годом все сорта становятся все плотнее и плотнее. Это прям ощутимо. Так, вот так мы. И остался у нас Туркестан Классик. Вот такая глыбушка на килограмм. Так, сначала также поколем большим, а теперь маленьким. Колется он неровно. Хотя бывает иногда Туркестан Классик приходит такими как пластиночками. Он колется ровненько, а этот не ровненько. Плиточка. На сегодня это все. Все мы с вами покололи. Когда у меня перерыв, я люблю заниматься колкой, чисткой. Так у нас сегодня с вами получилось. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Следующее видео будем чистить и колоть мел. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока.